Всем привет! Сегодня я покажу, как самой дома сделать кант. Если, допустим, в магазине не было либо нужного цвета канта, либо его вообще не было готового. Для этого нам понадобится косая бейка и шнурок. Вот такой шнурок круглый. Плоский шнурок лучше не брать, так как он будет перекручиваться, будет некрасиво, когда он будет уже в готовом канте. Поэтому берите круглый вот такой вот. Для того, чтобы сделать кант, лучше использовать лапку для пришивания молнии. Вот такая вот шла в комплекте. Она односторонняя, однорожковая. Мне удобнее вот такой вот шить. Я ее заказывала на Алиэкспрессе. Она двухрожковая. Либо, если нет лапки для пришивания молнии, можно шить обычной лапкой. Просто будет немного сложнее. Нужно будет контролировать, чтобы строчка шла ровно. Итак, берем нашу косую бейку и берем шнурок. Расправляем нашу косую бейку. Можно, кстати, использовать не обязательно косую бейку. У меня косая бейка в расправленном состоянии. Получается 3,5 сантиметра. Вы можете отрезать любой кусочек ткани. Не обязательно по косой отрезать. Либо любую ленточку взять. Можно и пошире. Не обязательно 3,5 брать. Можно и 4 сантиметра взять. В общем, какой вам будет больше подходить. Так вот, в серединку мы закладываем шнурок. Чуть-чуть хвостик вот так вот поправляем, чтобы он немного торчал, чтобы он там не потерялся. Вот таким вот образом. И прострачиваем. И постепенно вот так вот мы расправляем бейку. Смотрим, чтобы шнурок у нас находился ровно посерединке. Вот такой вот в итоге у нас кант получается. Ровный и красивый. Так делаем необходимой длины, сколько вам надо, допустим, метр, либо 2. Удобнее делать сразу длинный, а потом уже от него отрезать по кусочкам. Можно еще, кстати, чтобы вот этот хвостик у нас не терялся, наконец закрепить булавкой. Продолжаем так строчить до необходимого размера. И в итоге делаем кант необходимой нам длины. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До встречи!